you very much for coming. Я хотел бы вас поблагодарить очень за то, что вы пришли. On this Easter Sunday, Сегодня, в этот день, когда Пасха, which may or may not have relevance to you, I'm not sure. я не знаю, актуален для вас этот праздник или нет. I think of all of the questions that one could ask, Мне кажется, из всех вопросов, которые человек мог бы задать, the most significant is how to live. самый важный вопрос звучит так: как жить? Now, that question is not normally asked in that manner. Но обычно такой вопрос его не задают именно в такой формулировке. Because we assume Потому что мы that we know how to live. полагаем обычно, что мы знаем, как жить. After all, we just live. В конце концов, мы просто живем. Okay, fair enough. But is that the optimal way to live? Хорошо, это, в принципе, с этим можно согласиться, но действительно ли наш образ жизни, он оптимальный? Well, not really, because we go to school, we learn skills and arts, we develop our experiences. Ну, не совсем, потому что мы идем в школу, изучаем там, получаем всякие знания, развиваем какие-то навыки. Because obviously we think we can live better if we do that. Получаем опыт. Зачем? Очевидно, мы полагаем, что приобретая все эти новые знания, навыки, развиваясь, мы сможем жить лучше. But I think one of the most overlooked questions is, well, how to live? And I don't mean it the things you do, I mean the methodology we take. Но я думаю, на самом деле важный вопрос, который действительно стоило бы задавать, который обычно пренебрегают, это именно как жить. Не в смысле того, что делать и чем заниматься, а как в смысле методологии того, как жить. And whether you recognize it or not, most do, but you have a particular methodology you use to go through your life. И независимо от того, понимаете, знаете вы это или нет, но у каждого из вас есть свой подход к жизни, своя методология. Каким образом вы живете? We all do. Как вы относитесь к жизни? У всех у нас это есть. Okay, we might call it personality. Мы можем назвать это личность и свойства личности. We might say it's the way we do things. Можно назвать это вот тот наш собственный подход, наш способ, каким мы все делаем. But there are certain factors or certain principles that if we became aware of would help us to do what it is we do in a much better way. Но есть определенный набор факторов или принципов, которые, если мы будем осознавать, то что бы мы ни делали, мы сможем делать это более успешно, лучше. And that relates to the question, how to live. Это как раз связано с вопросом, как жить. Now, some people live on what, let's just call it the mental platform. Некоторые люди живут в том, что можно назвать просто ментальный уровень, ментальная платформа. That means their thought processes, their ways of thinking, everything that they consider ends up filtered through a mind. Это означает, что их мыслительный процесс, все, что они делают, все, о чем они думают, так или иначе проходит через фильтры ума. Some people live life from the platform of feeling. Некоторые люди больше живут жизнь больше с платформы, с позиции чувствования. All experiences are filtered through how they feel about them or how they make them feel. И весь их опыт, он фильтруется через то, какие чувства он вызывает в них. This is beyond the living with the physical body, which everybody has in common. И это уже выходит за рамки жизни просто в рамках физического тела, которое, в общем-то, оно
похожи у всех. Let's just spend a second to analyze the elements or the ingredients we use in life. Давайте на секунду проанализируем, рассмотрим те элементы, ингредиенты, которыми мы пользуемся в жизни. Well, we have bodies, У нас есть тела, we have minds, есть ум, we have feelings, есть чувства, we have our capacities, Yes. our intellect. наши какие-то способности, интеллект. So these are the raw ingredients we use to live life. Это такие вот сырые, что ли, элементарные составляющие, которые мы используем в жизни, чтобы жить. No matter what we wish to accomplish, no matter what we wish to do, no matter what we wish to be, we use these things. Что бы мы ни стремились достигать, и кем бы мы ни стремились стать, мы пользуемся этим. Now, if you've at all ever been in one of my discussions before, you'll know that underneath all of this is the energy, the essence of being that is our true identity. Ну, если вы слышали раньше мои лекции или были на таких встречах, вы, наверное, уже знаете и понимаете, что за всем этим, в глубине всего этого, находится как раз энергия сути нашего бытия. But tonight I want to focus on what emphasis we put on these different ingredients. Сегодня я хочу сосредоточиться на том, насколько мы выделяем для себя, насколько мы больше сосредотачиваемся на какой-то из составляющих нашей жизни. Because that directly addresses our question, how do we live? Потому что это непосредственно обращает нас к вопросу, как мы живем. And I know that it's not a usual way of describing life. Я понимаю, что это необычный способ описания жизни. What part of life is lived in the mind? What part of life is lived with feeling and emotion? What part of life is lived in the body? Какая часть нашей жизни проходит в уме, какая часть проходит в чувствах, эмоциях, какая часть жизни проходит сосредоточена на физическом теле? What part of our lives are we using our intellect to come up to with our own conclusions, our own understanding? В какой степени по жизни мы пользуемся своим собственным интеллектом, чтобы делать собственные выводы, приходить к собственным заключениям? Now, the reason we don't usually think in these terms is because life is a mixture of all of it. Причина, почему обычно мы так это все не анализируем, потому что жизнь, естественно, представляет собой смесь всего этого. Everything we do has touches upon all these various ingredients. Все, что бы мы ни делали, каким-то образом затрагивает все эти составляющие. More or less. В большей или меньшей степени. Sometimes very much in one department and not very much in another, and other times vice versa. Иногда очень сильно затрагивает какой-то один аспект нашей жизни и почти не затрагивает другой, иногда наоборот. But we have a certain flavor, a certain emphasis that we use where we tend to take advantage of a certain aspect of our existence. Но у каждого есть такое своеобразие, свои особенности, такой как бы аромат, что ли, личности нашей, когда мы склонны больше делать упор и больше пользоваться каким-то определенным аспектом себя, своей жизни. Some people are predominantly living in their minds. Некоторые люди доминирующим образом живут в уме. Some people predominantly live feeling. Некоторые преимущественно живут чувствами. Some people predominantly live in the body. А некоторые преимущественно живут в физическом теле. Now you may say, well, a proper question would be, well, feeling and the body, isn't that quite similar? Естественный вопрос может возникнуть, а вот, например, чувство, физическое тело, разве это почти что не одно и то же? Why do you divide these two? Зачем разделять это на две такие составляющие? After all, don't you feel with the body? В конце концов, разве не телом мы чувствуем? Well, yeah, sure, we do. Ну да, конечно, телом. But that's not what I mean. Но это не то, что я имею в виду. If you analyze what it is we're feeling with the body,
you'll see that it's related to what we can feel with our hands or what we feel in our mouth when we eat food and so on. Если вы проанализируете чувства физического тела, это больше именно физические ощущения, тактильное, чувство вкуса и так далее. When air vibrations vibrate our eardrum, when olfactory molecules, when aromatic molecules stimulate our olfactory nerves in the nose. Когда звуковые вибрации воздействуют на наше физическое ухо, или когда вот эти обонятельные раздражители воздействуют на наше обоняние. So that's the body and its feelings. Так что это вот физическое тело и связанные с ним физические чувства. But then there are feelings which are not related to the body. Но есть еще те чувства, которые непосредственно не связаны с физическим телом. And that's what I'm talking about. Именно об этом я и говорю. Love, Например, любовь, hatred, ненависть, anger, гнев, jealousy, зависть, envy, ревность, lust, вожделение, greed. жадность You can go on and on and on and on and on. и так далее, и так далее, и тому подобное. All of these things that I just talked about, these are felt, but not necessarily on the level of the body. Все вот эти чувства, которые я имею в виду, мы их тоже чувствуем, но совсем не обязательно прямо физическим телом. They are feelings which come through some other medium. Это те чувства, которые приходят к нам через какие-то другие средства. They exist on the level of the ether. Они существуют на уровне эфира. I guess you all know what the ether is. Ну, я надеюсь, что вы все знаете, что такое эфир. Maybe not. Может быть и нет. But just in case, I'll explain. Ну, на всякий случай я объясню. Here we have the air. Вот у нас здесь, допустим, воздух. We breathe it. Мы его вдыхаем. When we move our hand, we feel it. Если мы проведем рукой по воздуху, мы ощутим его тактильно. It carries stuff. Воздух, он в себе содержит, много чего переносит. Now, ether is, if you could consider it, the space within which all things exist. Эфир, если задуматься, представляет собой некое пространство, в котором существует все сущее. If you go to outer space, for instance, Например, если вы отправитесь в открытый космос, there's no air. там нет воздуха, атмосферы. So, the experiences we have are quite different. Поэтому опыт, который у нас будет там, он будет совсем другой. If you bang on the outside of your spaceship, you don't hear it out there. Если вы будете стучать в дверь своего космического корабля, вы не услышите этот звук. Because there's no air to bring the vibration to your ears. Потому что там нет воздуха, который бы переносил эту вибрацию до вашего уха. But you can send a radio transmission from your spaceship to Earth. Но при этом вы можете передавать радиосигналы с космического корабля на Землю. Because the radio wave travels in the ether. Потому что радиоволны как раз распространяются в эфире. The sun's rays travel through space to us. The moon's rays, the stars' rays. Излучение Солнца, излучение Луны, звезд, эти излучения как раз доходят к нам через космическое пространство. Because they are frequencies. Потому что они представляют собой эти вибрации. Frequency, frequency is actually different. Частотные вибрации. So these vibratory frequencies Вот эти вот вибрационные частоты, emanate in the ether. они распространяются как раз в эфире. We also have ether here. Эфир, он есть также у нас и здесь, вокруг нас. We just don't find it to be predominant because the air and stuff fills up the space. Просто здесь мы его не обнаруживаем как доминирующую субстанцию, потому что здесь преобладает свойство воздуха. But that space that this stuff is in is created by the ether. Но
Но на самом деле все пространство, которое заполнено уже вот этим воздухом и так далее, всем, что есть вокруг нас, это пространство и есть эфир. When the rays of the sun come to the earth, they don't suddenly change their nature and float on air. Когда вот эти волны излучения от Солнца попадают на Землю, они не меняют внезапно свою природу и не меняют свой носитель, там, например, с эфира на воздух. They can warm up the air, Они могут подогревать собой воздух, нагревать его. but the actual frequency floats in the ether, even here on earth. Но сами эти частоты, вибрации, они распространяются как раз эфиром, даже здесь, на Земле. Because that frequency is the significant factor. Потому что именно вот эта частота является определяющим, самым важным фактором. And all frequency is held within the ether. А все такие частоты, они, их носителем является эфир. But that doesn't mean that you can't feel the frequency. Но это совсем не означает, что вы не можете почувствовать эти частоты. Like, for example, if this is a frequency, it's a repetitive action. You could even chart it as a sine wave if you wanted to. Например, As I'm walking, it's a frequency. I feel it with my body. когда я ритмично ударяю пальцем по своей руке, это тоже частота вибрации. Можно нарисовать ее в виде синусоидальной волны. We feel frequencies on all levels. И мы чувствуем, ощущаем эти частоты на всех уровнях. But some frequencies we don't feel in the same way with our body. Но некоторые частоты мы не ощущаем таким же образом, как физическим телом. Love is a frequency like that. Любовь – это вот такая разновидность частот. You send love. Вы излучаете любовь. When you say, I love you, you're sending love. Когда вы говорите «я тебя люблю», вы излучаете эту любовь, There's no movement of air. направляете ее. Там не происходит колебания воздуха при этом. There's not even necessarily a physical touch, although there might be later on. But И совсем не обязательно это будет связано с физическим прикосновением, ну разве что позже. there's not even necessarily any physical or mental interaction. И совсем не обязательно, что при этом происходит какое-то физическое или ментальное взаимодействие. It's a feeling. Это чувство, It's a frequency это частота вибраций, that emanates, которая излучается. just like the sun emanates. Точно так же, как Солнце излучает. We emanate. Так же и мы излучаем. We emanate love. Мы излучаем любовь. Did you ever come in contact with someone who hates you? Вы когда-нибудь общались с кем-то, кто вас ненавидит? They emanate hatred. Они просто излучают эту ненависть. You're like, you feel it. It's like entering into you. Вы можете прям почувствовать, как она проникает, заходит в вас. They're emanating it. They're broadcasting it. Они ее действительно излучают, как будто вещают на этой частоте. It's a broadcast frequency. Это определенная транслируемая ими частота. All these feelings we talked about before are broadcast. И все эти чувства, о которых мы говорили до этого, все они таким образом излучаются и транслируются. And we are also antennas. И мы при этом также являемся антеннами. We receive it. Мы воспринимаем эти волны. You broadcast love, you receive love. Смотря на что мы настроены, если вы излучаете любовь, вы при этом также и воспринимаете любовь. Now the reason I'm talking about this is because my original question is, how do you live? Причина, почему я об этом говорю, потому что мой изначальный вопрос был в том, как вы живете. It's a conscious choice. Это сознательный выбор. Okay, not exactly. Most of the time we do it unconsciously. Ну, не совсем так, конечно. Большую часть времени мы делаем это несознательно. However, it has always gone on in the past, it tends to continue to go on. Неосознанно. И как бы это ни происходило в прошлом, это должно также и продолжаться дальше. Until we are challenged in a way we didn't expect. Так и происходит дальше, пока мы не встречаемся с испытанием, которого не ожидали. Then at that point, we start to question, how do we live? И в
в тот момент мы начинаем задаваться вопросом, а как же мы живем? Now, it can be a conscious choice. И это действительно может быть сознательный выбор. It should be a conscious И это choice. должен быть сознательный выбор. And therefore, when I ask, how do we live? This is the introduction to us choosing our pathway. И поэтому, когда я спрашиваю, как мы живем, это является вступлением к тому, чтобы мы сами выбирали свой путь, Our methodology. свой собственный метод, подход к жизни. And to choose, you have to be aware of the choices. И чтобы выбирать, вы должны осознавать, из чего выбирать, какие есть варианты. Now, if you decide to live your life predominantly from the body, Если вы решите проживать жизнь преимущественно с позиции физического тела, it means you're mainly concerned with senses and sensuality. это значит, что в основном вас будут заботить физические чувства и физическая чувственность. Anything related to the eating or speaking or the ear hearing or feeling or all of these things we do, smelling, that are related to the body. Все, что связано с едой, с физическими ощущениями, с физическим слухом, обонянием и так далее. So you choose that as your predominant methodology. В таком случае вы выбираете это как свой преобладающий подход к жизни. Well, I know that everybody in this room understands the limitations of that. Ну, я знаю, что все в этом зале прекрасно понимают ограничения, связанные с этим. Naturally. Естественно, Then there's the mind. ограниченность это. Затем есть еще ум. Now, there we get into some tricky waters, tricky things to discuss. Вот здесь уже все не так просто. Тут очень много тонкостей, нюансов. There are many currents there which kind of can deviate us all over the place. Это своего рода такие мутные воды, где очень много разных течений, которые могут нас сбить с толку. I know a lot of people who live their lives in their minds. Я знаю много людей, которые живут жизнь преимущественно с позиции ума. A lot more people than you could ever imagine. Гораздо больше таких людей, чем вы можете себе представить. Life takes place in their mind. Жизнь преимущественно происходит в уме. I've even seen people who are watching something fantastic, like on a movie or they see something, they have to turn to somebody else and say, wasn't that great? And then the other person has to say, yes, that was really great, even while it's still going on. И такие люди, даже когда они видят, происходит что-то удивительное, замечательное, они сразу же должны повернуться к другому человеку и сказать: о, смотри, разве не здорово? Тот человек должен ответить: да, здорово. И все это происходит при том, что действительно интересное происходит. And later on they remember it. И позже они вспоминают это. And they think about it. Очень много думают об этом. And they talk about it. Говорят об этом. The event has become solidified or has become recorded and perpetuated in the mind. И это событие, оно фактически закрепляется, как бы записывается, и потом ретранслируется именно у них в уме. I live in a university town. Я живу сейчас в городе, который такой очень студенческий, там университет, даже не один. And because it's in Florida, it's a really nice place. Everybody wants to teach there. И так как это во Флориде, там очень прекрасный климат, вообще хорошее место. Естественно, что все мечтают, все хотят там учить. So only those who are incredibly qualified manage to do so. Поэтому только те, кто невероятно высоко квалифицированы, только им это удается попасть туда. So I get to meet these professors. Поэтому мне доводится встречать этих профессоров. I mean, my next door neighbor is the chairman of the physics department. My neighbor on the other side of the street is the dean of the School of Liberal Arts, School of, Humanities and stuff. например, один мой сосед, он возглавляет
кафедру физики, а другой вообще декан факультета искусств. All over just throw a rock from my house, you hit somebody who's a professor or something like that. То есть они там повсюду просто. Вы можете бросить камень в любое направление с моего дома и обязательно попадете в какого-то такого профессора. And I get invited to get-togethers, and there's all these like professors and academic people and researchers. They'll sit down and talk. И меня частенько приглашают к ним пообщаться на такие встречи, там разного рода эти профессора, они постоянно говорят о каких-то исследованиях, все это обсуждают, эту науку. Now they're all nice people, Они все прекрасные люди, very cultured. очень культурные. They know the art of how to act. Они владеют искусством того, как достойно действовать, себя вести. But they live in their minds. Но преимущественно они живут у себя в уме. Academia is mainly a function of the mind. Потому что этот академический мир, он преимущественно связан именно с умом. Books, Книги, knowledge, знания, teaching, обучение. very much the mind. Это очень непосредственно связано с умом. The experiences are mainly in the mind. И опыт при этом происходит в основном в уме. And therefore, most of them Поэтому большинство из них, are very deficient emotionally. можно сказать, они довольно ущербны в эмоциональном плане. They're not very sensitive. Не очень-то чуткие и чувствительные. Like they can't even figure out when they're talking too much or they're boring. Например, они никогда, вряд ли когда-то заметят, что они уже слишком много говорят, или что уже всем давно скучно от того, что они говорят. Until somebody else just tells them, hey, will you shut up already? You're just talking and talking. You're boring everybody to death. Get out of here. Как кто-то им прямо не скажет, слушай, заткнись уже всем скучно тебя слушать, давай лучше иди куда-нибудь. They have the teacher syndrome, У них такой синдром учителя. not able to feel the interaction. Они не способны практически вот чувствовать взаимодействие, общение. They're so busy giving it, they don't feel it. Настолько заняты тем, чтобы это себя проецировать вовне, что совсем не чувствует обратно. I don't have that problem Ну, у меня такой проблемы нет. because I'm not so smart. Потому что я не такой уж ученый. I'm not an academician. Я не академик. So I give it and I wait for it to bounce back before I give it again. И поэтому, когда я что-то даю, таким образом, я всегда жду отклика, чтобы оно вернулось, прежде чем дать еще что-то. But I got other problems, so it's not like. У меня другие проблемы, не думайте. But anyway, so there are those who live in the world of the mind. Но в любом случае, есть те люди, которые живут в мире ума. I know people who are in some religious groups who live in their shastras, in their scriptures. Я знаю представителей таких религиозных групп, которые живут в своих шастрах, священных писаниях, In their minds. в своих умах. I'm surrounded by Christians where I live. В том месте, где я живу, я просто окружен христианами, Who are constantly, we call them Bible beaters. They pound the Bible on the table as they're talking and they beat it and they smash it. I'm like, what the hell, you know, that's your sacred book and you're smashing it on the table as you're talking. Мы называем их теми, кто постоянно колотит Библию, колотильщиком Библии. Они постоянно с ней ходят и постоянно что-то доказывают, ударяют ей об стол. Мы смотрим, что зачем вы ее бьете, это же ваше священное писание. And everything is, you know, Bible says this and Bible says that and the Bible in the Bible. А у них постоянно только одно. Они говорят, что в Библии говорится то, там утверждается то, и в Библии, в Библии, в Библии. And everybody is so worried about what's in the Bible. И все очень обеспокоены с тем, что же там в этой Библии. The mind becomes predominant. И тогда ум начинает преобладать. Everything is referenced to some knowledge. И все, что бы ни происходило, обязательно должно как-то увязываться с каким-то знанием. Is the experience valid? Let's check. Действительно ли это достойный опыт? Сейчас проверим. So the experience becomes crippled by the process of checking. Тогда опыт, он становится таким ущербным
именно этим процессом его постоянной проверки, соотнесения его. And then the scripture says, you can't feel this because of that. Если не дай Бог в Писании говорится, что ты не способен что-то такое почувствовать по тем-то и тем-то причинам. So that's accepted on the mind. И ум это принимает. And the experience is cut И тогда опыт обрубается, because you were told it so. потому что вам сказали, что это так. So that's living in the mind. Вот это вот жизнь в уме. Dreaming. Эти мечты. Sometimes one has desires, so many desires. Иногда у человека там столько разных желаний, And they float around the mind и постоянно носятся там в этом уме. because they're not manifesting in the physical or the experiential. Потому что они не проявляются в физической реальности, на непосредственном опыте. And then they become loops in the mind, thoughts that are just continually looping in the mind. Тогда в уме образуются вот эти вот замкнутые петли, когда там все вращается по этим замкнутым петлям. And if one hears something which is contrary to what's in the mind, there's all these doubts, and then one starts to wonder, should I even listen to what's going on? Как только человек что-то слышит и что не увязывается с содержимым его ума или противоречит ему, он сразу же переполняется сомнениями, думает, а должен ли я вообще это слушать? Это же не то. So life becomes hijacked by the mind. Тогда можно сказать, что жизнь человека, она обкрадывается этим умом. There are people who can't sleep because they can't turn their mind off. Есть люди, которые не могут даже спать, потому что никак не удается выключить свой ум. Or when they're eating, their mind is thinking, so they're just busy stuffing food in, but the mind is... Или когда они едят, у них ум при этом очень занят, они пихают что-то в рот, а вся деятельность основная происходит где-то в уме. Can you imagine that? Life hijacked by the mind. Можете себе представить, когда ваша жизнь обкрадывается умом? Okay, let's put that aside. Ну хорошо, давайте сейчас оставим это в стороне. Let's move to the ones who are feeling oriented. Давайте перейдем к тем, кто больше ориентированы на чувства. Okay, you might think that's better. Ну, скорее всего, вы думаете, что это, наверное, получше. But when you come in contact with such a person, if you dare to say something, Но когда вы входите в контакт с таким человеком, то, не дай Бог, если осмелитесь вы что-то такое сказать, the feeling is like you took a knife and you're just sticking it in their heart. эти чувства у них, это все равно, что вы взяли нож, вонзили им прямо в сердце, And they're just feeling so devastated. и они вдруг чувствуют такое полное опустошение, And they're so upset. они полностью расстроены. And feeling people also have problems. У людей, которые живут чувствами, у них тоже свои проблемы. They're overly sensitive. Они чересчур чувствительны. Well, you knew that was going to happen. Ну, вы прекрасно знаете, что это обязательно случится. So, overly sensitive. Так, вот такие чересчур чувствительные люди. Every little thing makes them feel something. Каждые мелочи, они вызывают у них какие-то чувства. And they've got to talk about their feelings and discuss their feelings and analyze their feelings. And Они постоянно должны говорить о своих чувствах, обсуждать их, анализировать, make sense of their feelings. пытаться как-то их увязать, понять. And share their feelings. И обязательно со всеми поделиться своими чувствами. And come together with others who share their feelings. Потом они находят таких же, как они, и вместе друг с другом бесконечно делятся своими чувствами. So, how do you want to live? Так, как же вы хотите жить? You should be aware of these things. Это, все это стоит осознавать. Aware of the dangers of mind, aware of the dangers of just feeling. Осознавать эти опасности ума, осознавать опасности преимущественно жизни чувствами. There's got to be a balance. Должен быть баланс, равновесие. Yeah. Do you say anything you feel? Вы что, неужели вы говорите все, что бы вы не чувствовали? Well, of course not. Озвучиваете? Конечно, нет. Then you would be 3 years old.
тогда вы бы похожи были на трехлетнего ребенка. You consider, okay, I feel like that, but if I say that, then they're going to be all upset, and that's going to create another problem over there, so I won't say that. У вас наверняка внутри происходит какой-то отбор. Вы думаете, ну если я это скажу, они, наверное, сильно расстроятся, и это создаст такой хаос и такие проблемы, поэтому лучше уж мне помолчать. And that's good. И это хорошо. And you think about things. И вы вообще склонны задумываться о многом. Consider. Вы принимаете во внимание много чего. Like a little chessboard in the head. У вас как такая маленькая шахматная доска в голове. If I make that move, then that move will come from the other maybe, or I could make that move and then the other move, and if I take that move, then it could be this move over there, and what should I do? Well, I have to think about it. Ну, если я такой ход сделаю, то тут возможно вот такое развитие событий. Если такой ход сделаю, то вот такой вариант будет. Надо подумать, следует. And how's this going to affect my body? И как это повлияет на мое физическое тело? Or even more importantly, the others around me? Или что еще более важно, на тех, кто вокруг меня? Or the things that make up my life? Или вообще на все то, что составляет мою жизнь? So, how do you choose to live? Так, как же вы выбираете жить? Well, let me make a suggestion. Позвольте мне сделать предложение. After all, that's why I'm here. В конце концов, за этим я здесь. I suggest Я предлагаю, that you understand which of these aspects are your predominating one. чтобы вы постарались сначала понять в себе, какие из этих аспектов у вас являются доминирующими. Now, if you're a really mindy person, me telling you stop thinking, it's absurd, not going to do a thing. И если вы такой человек, скажем так, умный, живете в уме, то если даже я вам скажу, остановитесь, перестаньте думать, это вряд ли вообще к чему-то приведет. You over there, big mind, think less. Эй, ты там, умник, думай поменьше. That doesn't work. Так не работает. What really works, to be fair, feel less. Или сказать, чувствуй там поменьше. To make it work, То, что на самом деле работает, и вообще, чтобы что-то you have получалось, to understand what the predominating thing is in yourself. нужно в первую очередь понять, что же доминирует у вас самих. And then shift consciously your awareness to the other aspects which are weaker. И затем сознательно переключать свое осознавание на те аспекты себя, которые как бы слабее проявляются. Let's say, for example, you're just busy thinking all the time. You forget about how your body feels. Ну, допустим, вы постоянно только заняты своими мыслями, и при этом забываете, как же чувствует ваше физическое тело. You're not even aware of the fact that it hurts, or there's something it's lacking, or that it's screaming at you in pain. Вы даже не осознаете тот факт, что, может быть, оно где-то болит, или оно уже кричит вам просто от боли. So what's the solution? И каково же решение? Consciously choose to feel your body. Сознательно выбирайте лучше ощущать свое тело. Or if you are overly feeling-oriented person, consciously choose to rationally understand what it is you're feeling. Или если вы более ориентированы на чувства, сознательно выбирайте стараться понимать умом или разумом свои чувства. Now, I'm not going to say you have to succeed at it. Ну, я не говорю, что вы обязаны достигать, делать это очень успешно. Because that's not the question. The question is how, not what. Потому что вопрос не в этом, вопрос в том, как, а не в том, что. How do you want to live? Как вы хотите жить? Well, the best way to live is in a state of balance. Самый лучший способ – это жить в состоянии равновесия. And if your whole consciousness, is what we're talking about, consciousness, is directed towards a certain methodology, you have to take your consciousness and consciously direct it to some of the other sides. Если вы замечаете, что ваше сознание, оно уклоняется
преимущественно в сторону какого-то одного подхода или аспекта жизни, сознательно забирайте его оттуда и направляйте в другие аспекты. Because let's say you're a mental person or a feeling person or a physical person. What you're actually doing is you're focusing your consciousness to that kind of a methodology. Потому что если вы, допустим, больше мыслящий человек или чувствующий, или сосредоточен на физическом теле, что на самом деле вы делаете? Вы сосредотачиваете свое сознание на определенном аспекте своей жизни. Now, how you did it or why you do it, let's not worry about that now. Как вы это делаете, почему вы таким стали? Давайте сейчас не будем об этом беспокоиться. But let's just accept you do it. Давайте просто примем тот факт, что вы это делаете. Okay, it doesn't matter how you got there. Хорошо, неважно, как вы дошли до такого You can состояния. deal with that later on. С этим вы сможете позже разобраться. But right now the main issue is, what do you do now that you're there? Прямо сейчас основной вопрос в том, что же вы делаете в том состоянии, в котором вы находитесь. Well, you want to get some balance. И что же вам делать? Ну, очевидно, скорее всего, вы хотите обрести некий баланс. Now, what is very interesting about this discussion is that it very intimately relates with the situation of being aware of the present. Что интересно в нашем этом обсуждении, что оно очень тесно связано с том, чтобы осознавать настоящий момент. Being aware of the present. That right now, okay, here I am off in the mind. I shall consciously now try to understand how I feel. Осознавать настоящий момент, это значит, когда вы замечаете, ага, вот я что-то сильно погрузился в свой ум. Тогда вы берете и сознательно переключаете свое внимание, направляете его, например, на то, что вы чувствуете. And in this way I'm going to restore balance. И таким образом вы восстанавливаете баланс. I'm going to shift my consciousness away from the predominating methodology to the other ones. Вы переключаете свое сознание с доминирующего у вас подхода к жизни или способа восприятия и направляете его на другие аспекты жизни. Like we used to do this meditation to just feel your body. Например, мы проводили такие медитации, когда мы просто ощущаем свое физическое тело. And everybody was amazed by it. Все поражались этому. Because they used to say, gee, you know, I never really felt it before. Они потом так и говорили, знаете, Not мне like никогда that. не удавалось так хорошо ощущать свое тело, не до такой степени. Now, I would never do a meditation to just be your mind. That's totally destructive. Но я бы никогда не проводил такую медитацию, чтобы полностью погружаться в свой ум. Это, наверное, полностью разрушительно было. But there are ways that we are speaking about now, these different methodologies of how we're going to live, that are intimately related to spiritual practices. Но дело в том, что среди вот этих различных аспектов жизни или различных наших подходов к жизни есть определенные из них, которые больше связаны более непосредственно с духовной практикой. Like when you feel your spiritual energy. Как, например, когда вы чувствуете вашу духовную энергию. But just feeling your spiritual energy is not the sum total of the experience. Но просто чувствовать вашу духовную энергию, это еще не вся совокупность опыта. Let me make a little detour here. Давайте, позвольте мне здесь, так сказать, отвлечься на что. One of the most amazing things about energy is that energy contains information. Одно из поразительных свойств энергии в том, что энергия содержит в себе информацию. That information programs life. И вот эта информация как раз и программирует нашу жизнь. Now, when you know that, И когда вы это знаете, you see these energies differently. тогда вы воспринимаете эти энергии уже по-другому. When somebody sends love to somebody else, it's filled with the information of their being, of their consciousness. Когда один человек излучает любовь по отношению к другому, эта энергия, она просто исполнена
всевозможной информации о бытие, о сущности того человека, который излучает. The sun, when it's sending energy to us, is sending so much information that programs all life on this planet. Солнце, которое излучает нам столько энергии, вместе с этим оно излучает нам огромное количество информации, которая фактически программирует всю жизнь, куда она попадает. Now, we don't usually have all that much experience with the information that is in energy. Но обычно у нас, конечно, нет такого уж опыта с информацией, содержащейся в энергии. But if you're even simply aware of how you feel, you'll be aware of so much information. Но даже если вы просто лучше будете осознавать то, что и как вы чувствуете, вы сможете гораздо больше осознавать информации. In various Vedic literatures, there are some very interesting discussions or statements. В различных, например, ведических писаниях есть различные такие обсуждения и утверждения. A conclusion of this meaning that once you have experienced this energy, all information is known to you. И из них, в принципе, можно сделать такой вывод, что после того, как вы получаете непосредственный опыт восприятия этой энергии, вся информация, она просто открывается вам. In fact, all that you've heard, all that you would have heard or talked about or whatever, it doesn't really matter that much. И на самом деле, то, что бы вы там не слышали, где-то учили или знали, все это не так уж важно. After all, the whole point of it is to get you to understand your spiritual essence and connect to the spiritual essence of the divine. В конечном итоге весь смысл этого в том, чтобы понять вам, помочь вам понять и осознать свою собственную духовную сущность и духовную суть Божественного. But that connection and that feeling of that energy is filled with information. Когда происходит вот эта вот связь, контакт, ощущение, осознание этой энергии, она переполнена просто информацией. Let's assume for a second that all energy is similar to the divine energy because energy is never created, energy is never destroyed. Давайте просто предположим на секунду, что вся энергия, которая только существует, она по своим качествам не отличается от божественной энергии, потому что энергия вообще никогда не исчезает и не появляется. Energy simply is. Энергия просто есть. So let's just assume that if we were to be so sensitive as to understand the energy that we are working with, that we can uncover all kinds of information. И давайте предположим на основе этого, что если мы только позволим себе как следует осознать ту энергию, с которой мы уже имеем дело вокруг себя, в результате нам откроется просто огромное количество всевозможной информации. Let's assume that if you have that feeling of love and you're not just blown away in love, you lose your mind because of it, but you actually can be conscious of it, look at enormous information. Давайте предположим, что на основе того, что если вы просто позволите себе как следует осознавать энергию любви, не просто как бы уноситься ей или терять из-за нее разум и рассудок, но наоборот сознательно ее чувствовать и осознавать, вы почувствуйте, сколько в ней информации. Or even if you're just capable of feeling your own body, you'd be amazed at the information that is there. Если вы даже как следует ощутите, осознаете свое физическое тело, вы поразитесь тому, как много в нем информации. One of the ways that I used to teach people about feeling spiritual energy was to just stand in front of another person. Один из способов, который вот я предлагал людям учиться ощущать свою энергию, это просто стоять перед другим человеком. And then they would have their hands come closer to each other. Not their own hands. They can do that too, but other persons. И затем предлагал другому человеку просто как бы так приблизить руки к тому человеку. And they feel
the energy of the other person, Тогда тот человек, он ощущал энергию другого, as if it was dense. как если бы она была не чем-то плотным. I haven't done these kind of demonstrations in a long time. I don't know if you're interested, but you can do it on your own, outside of here. You just stand very peaceful and just feel the energy from the other person. Я уже давно не проводил таких демонстраций, не знаю, будет ли это вам сейчас интересно, но попробуйте это самостоятельно. Просто руками почувствуйте энергию другого человека. You can also feel the energy between your own hands. Вы также можете легко почувствовать энергию между собственными ладонями. But if you live in the mind, you can't do any of it. Но если вы живете преимущественно в своем уме, вы вряд ли, вы ничего из этого не сможете сделать. Because when you're standing like this to feel the energy of another person, your mind is busy telling you, what a waste of time. Потому что когда вы будете стоять так, пытаясь почувствовать энергию другого человека, ваш ум, он будет вам безустанно твердить, да что ты время тратишь понапрасну. This is the stupidest thing I've ever heard. Он будет вам говорить, это самая большая глупость, которую я когда-либо слышал. When is this stupid program over so I can go home? Когда наконец эта глупая, бесполезная программа закончится, и мы все пойдем домой. That's why I don't do these things in the groups anymore. Поэтому в группах я больше такие демонстрации не делаю. It's more for private persons who accept. Это больше предназначено делать индивидуально для теми людьми, которые принимают. And here we have the key. И вот у нас ключ. Accept. Принимать. Energy is broadcast. Energy is received like an antenna. Энергия транслируется, излучается, и энергия принимается, подобно антенне. We're all expert broadcasters. Мы все очень опытные такие излучатели. We are professional broadcasters. Мы профессиональные такие трансляторы. We've got our frequency and we broadcast. У нас есть своя какая-то частота, и мы только делаем, что ее транслируем во всех направлениях. This is what I want. This is what I think. This is what I feel. Let's do this now. This is me. Okay? Get off my case. Вот то, что я думаю, вот то, что я чувствую, вот то, что я хочу, вот я такой, и вы все, так сказать, держитесь от меня подальше и We отстаньте are от меня. professional broadcasters. Мы просто профессиональные такие излучатели, We are reluctant acceptors. но при этом мы такие довольно пассивные и вообще воздерживаемся от приема, принятия. If it's something that happens to be something we already want anyway, then it's not so hard. Если это вдруг оказалось чем-то, что мы в любом случае хотели, то, ну, почему бы нет? I have seen people who have an impossible time to accept a gift. Я встречал людей, которым оказывается невероятно сложно, невозможно элементарно принять подарок. You want to just give them something, and they're like, no, it's all right. Вы хотите им просто что-то подарить, и они говорят, ой, нет, нет. не And надо». finally, at the end, they'll say, oh, all right, thank you very much. И в конце You концов, shouldn't have. когда они так помнутся, как следует, они You говорят, didn't need to ну do that. ладно, ладно, уж хорошо, возьму, но ты не должен был мне это все дарить, не надо, зачем? We got this problem with accepting. У нас есть эта проблема с принятием. Now, accepting is an art. На самом деле, принятие – это искусство. How do you want to live? That's our theme, right? So, you want to live as a broadcaster and establish yourself, but what about as an antenna? Как вы хотите жить, такова наша тема, не правда ли? Вы, получается, вы хотите жить как такой излучатель в одну сторону, а как насчет того, чтобы принимать? Вы же еще и антенна одновременно. We are mainly broadcasters В основном мы только передаем в одну сторону and reluctant receivers. и отказываемся принимать. So there's a balance problem. Возникает опять же проблема равновесия. What's the key? И в чем же ключ? Well, not only is this the key to that particular problem, but it's the key to all problems. Но это не только ключ к этой конкретной проблеме, это ключ ко всем проблемам. Accepting. Приятие. Like when you're holding your hands and together and somebody else there. Why people don't feel? Because they don't accept.
Как, например, если будете держать руки вот так, пытаясь ощутить энергию другого человека, почему люди, бывает, ничего не чувствуют? Потому что они не принимают. First of all, they don't accept that it's possible. Ну, прежде всего, они часто не принимают, что такое вообще возможно. Or if they do accept it's possible, they don't accept that they can do it. Или даже если они допускают, что это возможно, они не принимают свою собственную способность к этому. So they have problem with accepting. И у них такая проблема с приятием. But the key to life is to know when to transmit and when to receive. Но ключ к жизни он как раз в том, чтобы знать и понимать, когда время излучать и когда время принимать. Another receiving problem, listening to someone else. Другая проблема с принятием – это слушать другого человека. Oh my God, what a problem. О Боже, какая проблемка. To simply sit there or stand there and listen to what they're saying. Просто сидеть перед человеком и слушать, что он говорит. Because if you're usually on the platform of the mind, you're already thinking of what you're going to say back. Потому что если вы застряли на платформе ума, вы при этом только и думаете о том, что же вы ему скажете, когда ваша очередь придет. So somebody's talking to you and you're going, you done? Okay, there, that's what I say. Кто-то вам что-то говорит, вы так смотрите на него рассеянным взглядом и думаете, так, я что скажу, что скажу. Ага, уже можно, да? Ну вот тебе, пожалуйста. God bless you. That's not a conversation. Но это не диалог. Huh? I talk at you, you talk at me. Я говорю в твою сторону, ты говоришь в мою сторону. I'm not accepting you, you're not accepting me. Я не принимаю God bless you тебя, again. а ты не принимаешь меня. Ну и Бог с тобой, как говорится. It's one way. Это улица в одну сторону, с односторонним движением. Or else, instead of just thinking, you're feeling stuff like. Или вместо того, чтобы думать, вы сидите и что-то чувствуете так очень интенсивно. Even the other person didn't even mean it that way. Даже если тот человек, он вообще не имел этого в виду. But you heard it that way. Но вы так это для себя услышали. Because you're not really listening. Потому что вы не слушаете как следует, по-настоящему. You're suspicious. Вы слушаете так предвзято, с подозрением. You figure it's going to happen. Вы же чувствовали уже заранее, знали, что это обязательно должно случиться. So you hear exactly what you're expecting. И поэтому вы слышите в точности то, что вы ожидали. And you go, aha! Говорите, ага, вот, I knew it. я знал, как будет. So simply listening. Так что просто слушать. What an art! О, какое это искусство. You can't imagine how little we practice accepting. Вы не можете себе даже представить, насколько в мизерной степени мы практикуемся в приятии. We never think about it. Мы вообще даже не задумываемся об этом. How many minutes of today did you spend worrying about your capacity to hear somebody else? Сколько сегодня минут за весь день вы вообще заботились о своей способности услышать, слушать и услышать кого-то другого? Or just accepting the energy that is around you? Или просто принимали так эту энергию, которая вокруг вас? You don't have to answer the question. I already know. Можете не отвечать, даже я и так знаю. We don't consider it. Мы не задумаемся об этом, не принимаем этого внимания. We're broadcasters. Мы такие излучатели, передатчики. That's our thing. Это наша, так сказать, тема. We're all our DJs. You know, we're all DJs. Just Все такие, как singing our songs, диджеи, только и делаем, что передаем свои песенки, spinning our histories. крутим свои истории. But accepting is the key. Но приятие, вот ключ. To accept. Принимать, To hear слышать, without analyzing it, without criticizing it, не анализируя, не критикуя, without objecting to it. не возражая. I had a conversation with a guy, a professor. You're not going to believe this. У меня была такая одна беседа с товарищем одним, он профессор, вы, наверное, даже не поверите этому. And I was making a point. Я вот пытался ему что-то сказать.
And he kept trying to interrupt me. Он только делал, что постоянно вот прерывал меня, прерывал. And so finally I gave up. В конечном итоге я даже перестал пытаться. And do you know what he was trying to say? И знаете, что он мне хотел сказать все это время? How much he agreed with me. How much he Он agreed. пытался мне все это время прервать меня и сказать мне, насколько он действительно со мной согласен. So he could repeat back to me the exact point I just made. Поэтому он просто пытался как можно скорее повторить мне тот же самый момент, который я пытался ему сказать. And I'm like, you stopped me from speaking. You pushed me over with your objection because you wanted to agree with me? Я ему говорю, что ты вот меня вот так прерывал, фактически меня останавливал, обрывал на полусловие. И все это ради того, чтобы согласиться со мной. Because he couldn't accept, Потому что он не мог принять просто. even if he agreed. Даже если он был вроде как согласен со мной. Had to broadcast. Нет, он должен быть передатчиком. It's very much a disease. Это на самом деле в большой степени болезнь. It's a disease of the modern society Это болезнь современного общества. to not accept. Не принимать. Now, the key to all spiritual evolution is to accept. Ключ же ко всей духовной эволюции в том, чтобы принимать. But to do that, you need tools. Чтобы это делать, для этого нужны инструменты. So the tools we just started talking about in the beginning. И как раз об этих инструментах мы уже начали говорить с самого начала. For example, how do you choose to live? Например, как вы выбираете жить? Which tools do you choose to use? Какие инструменты вы выбираете использовать? Are you predominantly of the mind? Are you predominantly of feeling? Are you predominantly of the body? Что у вас доминирует? Ум, чувство или физическое тело? And if you are predominantly in one side and you want to evolve, you have to consciously use the others. Если у вас доминирует что-то одно, и при этом вы хотите развиваться, вам нужно сознательно выбирать и переключаться на To другое, avoid being hijacked. чтобы избегать вот этого обкрадывания собственной жизни. Hijacked by the mind, hijacked by emotion, hijacked by the body. Когда вас обкрадывает ваш собственный ум, ваши чувства и эмоции или ваше физическое тело, What are you doing? что же вы делаете? You are taking control. Вы берете это под свой контроль. Think about that. Задумайтесь над этим. If your mind is just off doing its thing, because that's what always happens, then control. Если ваш ум постоянно гуляет где-то сам по себе, в конце концов, это же обычно делать, всегда так было, то тогда вы его не контролируете. You've handed your consciousness over to your mind. Получается, вы вручили свое сознание, отдали его в руки своего ума. Or you've handed your consciousness over to your runaway feelings. Или вы вручили свое сознание на волю своих чувств. Now, taking control Возвращать себе контроль means that, okay, my consciousness is over there, I'm going to take it from there and place it over here to create a balance. означает, это когда вы замечаете, вы говорите себе, ага, хорошо, значит, это мое сознание, оно погрузилось сейчас в ум. Значит, я его беру и сознательно направляю на свои чувства. Okay, it's so much so that I've neglected my body entirely. I don't feel it, so I'm going to take my consciousness. I'm just going to feel my body. Или когда вы осознаете, ого, это уже до такой степени дошло, я уже пренебрегаю своим телом, и я беру свое сознание и сознательно направляю его на свое физическое тело. One of the most amazing things about feeling your body is what you discover when you do it. Одно из поразительных явлений, которые вы знаете в своем теле, это то, что вы узнаете о нем, когда делаете это, обращайте на него внимание. Because if you really feel your body, Потому что если вы на самом деле почувствуете свое тело, you really accept it, когда вы его по-настоящему принимаете,
you'll find that every cell in your body is tingling with life. Вы вдруг обнаружите, что буквально каждая клеточка вашего тела, она как бы так дрожит, трепыхает этой жизнью. There's this extraordinary living energy. Вы обнаружите там просто потрясающую живую энергию. And what is that extraordinary living energy? И что же это за экстраординарная такая живая энергия? Well, it's your essence. Это ваша суть, It's your being. это ваше бытие, It's your spirit это ваш дух, manifesting as life, as consciousness. который проявляется как жизнь, как сознание. Matter itself has no consciousness. Сама по себе материя не обладает сознанием. The spirit is the consciousness. Дух это и есть сознание. And it's even in every cell of your body. И он пронизывает даже каждую клеточку нашего тела. I mean, who would ever tell you you can find the soul by feeling the body? Nobody. Ну, где вы вообще такое слышите, что вы можете найти свою душу в своем физическом теле? Вряд ли вы это где-то услышите. But it's so. Но это так. If you simply feel it. Если вы просто его почувствуете. Now, I know this is difficult because unless you've actually caught the point, all of the things I say seem to be very vaporous. Я знаю, что на самом деле это очень трудно, потому что если только вы не улавливаете суть этого, тогда все, что бы я ни говорил, оно кажется таким каким-то туманным. I understand that because I'm talking about the seat of consciousness. Я это прекрасно понимаю, потому что я говорю о семени сознания. And it's impossible to experience it until you do. Это невозможно как-то как бы ощутить косвенно, пока вы не ощутите это непосредственно на своем опыте. You can talk about it, you can read about it, you can think about it. Вы можете об этом говорить, можете об этом читать, думать об этом. But until you touch it, until you experience it, you don't really got it. Но пока вы это не пощупаете, так сказать, на своем опыте, пока вы не переживете это на своем опыте, вы не уловите это как следует. And if through any methodology you get it, you go, ah. Но стоит вам только уловить это с помощью любого метода, вот тогда у вас возникает это ага. I personally, I could do a whole comedy, oh, maybe I couldn't, but it's so fascinating to me how that which everybody is searching for, they already have. Для меня лично это вообще поразительно просто и настолько очевидно, что все то, к чему люди так стремятся, что они так ищут постоянно, повсюду, оно у них уже есть. They just have to accept it. Все, что им нужно, это просто принять. They just have to feel it. Им нужно просто почувствовать это как следует. And yet, it's like the hardest thing for people to do. В то же время это оказывается самое трудное для людей, что они могут сделать. Because it's not an act. Потому что это не является каким-то таким действием. It's not something you do. It's not an event. Это не что-то, что вы делаете, это не какое-то событие. It doesn't matter whether you have great training or experience in these arts. Здесь не важно, есть ли у вас какое-то большое обучение или опыт в какой-то сфере, в каком-то искусстве. It doesn't depend on enormous intelligence. Это не зависит от какой-то большой степени разума. It doesn't matter how great a broadcaster you are. Это вообще не зависит от того, насколько вы такой великий транслятор и передатчик. It's simply something you accept. Это просто нечто, что вы принимаете. Because it's already there. Потому что оно уже там, здесь. We are spirit. Мы уже есть дух. We are essence. Мы уже это суть. That's not a theory. Это не теория. That's not something you read in a book and you say, oh, that sounds nice. Это не что-то, что вы читаете в книжке и думаете, да, звучит красиво. That's not even something you experience by working very hard.
даже не то, что чтобы почувствовать, нужно очень тяжело потрудиться. And it's certainly not an experience someone else can give you. И, несомненно, это не является тем опытом, который кто-то может вам передать извне. It's an experience that only you can have. Это тот опыт, который только вы сами And можете. people like me, our task is to create an atmosphere within which you can come to that aha. Только вы сами можете его себе предоставить. И задача таких людей, как я, это просто создавать благоприятные условия, такую атмосферу, в которой вы сами это сделаете и придете к этому моменту. Ага. How can I teach you to accept? Как я мог бы научить вас принятию? I can stand like this. Я могу вот встать вот так вот в такую This позу. is a perfect acceptance pose. Это совершенно такая поза, иллюстрирующая приятие. I can't think of a better one. Я не могу даже придумать какую-то более лучшую. And I can stand like this with my eyes closed and just accept. Я могу стоять вот так вот с закрытыми глазами и просто принимать Accept my energy. принимать свою энергию, Accept the energy that's all around me. принимать энергию, которая повсюду вокруг меня. Call out to and accept the energy of the Supreme, of the Divine. Обращаться, взывать во мне и призывать энергию Божественного. But that's all just words unless you can feel it. Но это всего лишь слова до тех пор, пока вы сами How can I teach you to accept? почувствуете. Как вообще я могу вас научить принимать? It's your own decision. Это ваше собственное решение. The same way that you broadcast, Точно так же, как вы транслируете вовне, you can decide точно так же вы сами можете решить to accept. принимать. It's the exact same process, Это в точности тот же самый процесс, but in a way that we generally are not accustomed. но он такой, к какому мы обычно не привыкшие. To just accept. Просто принимать. In St. Petersburg, I went to this, well, I don't know, I went downtown for something. So I went into this church to wait. Однажды в Петербурге мы где-то там были, куда-то ездили, и вот мне надо было подождать на улице, и я пошел к церкви. And the church had just burned down, like about 6 or 7 months ago. И эта церковь, в ней был пожар, она сгорела полностью практически где-то полгода назад. And it was a spectacular place. И при этом она была очень красивая. The parts that were not burned down were just gorgeous art, gorgeous all gold and beautiful artwork, and it was just stunning. Те части, которые уцелели, не сгорели, они просто сияли этой красотой, сверкали. Там, это произведение искусства настоящее. So I just found a chair, it was actually a bench somewhere, and just sat there and accepted. Я вот нашел там какую-то скамейку, просто сел там и вот так вот принимал. I didn't think. This conscious choices now, I'm not talking about just because I happen to be so evolved. I don't believe that. I made a conscious choice to not think badly about it. И я не думал об этом плохо, я сделал сознательный выбор. Я совсем не имею в виду здесь, что это требует какого-то, так сказать, сверхвысокого развития. Нет, я просто сделал сознательный выбор не думать ничего плохого о ней. I made a conscious choice to accept this is a place of worship of God. Я сделал сознательный выбор принять вот это место поклонения Богу. Now I know that God is not prejudiced. Я прекрасно знаю, что Бог, Он далек от предрассудков. And all these ideas about God's chosen people is just crazy human elitism. Бог, Он совершенно не предвзятый, и все эти всевозможные идеи людей о том, что есть какие-то избранные Богом, это всего лишь проявление элитаризма. So I assumed God is present here. Я просто предположил, настроился на тот факт, что Бог, Он присутствует там. So I sat there and accepted that presence. Поэтому я сел там и принял это присутствие. And what was very interesting was that I was feeling the people who were coming in, who were praying there, kneeling down, praying.
И что интересно, что при этом я как бы увидел, почувствовал тех людей, которые приходят туда, склоняются на колени, молятся. And I was feeling them connecting. Я чувствовал, как они обретают эту связь, связываются с Богом. And the whole experience for me turned into be something very spiritual. Для меня весь этот опыт превратился в нечто совершенно духовное. I mean, like, I really analyzed it. What is the big deal? You take a stick and you light a candle. I mean, honestly, what is that? Но если так проанализировать, что там такого особенного? Вы приходите, там, берете, зажигаете свечку, ставите, ну и что? But it's the intention. Но это именно намерение. It's the using of this as a means to expand the spiritual experience. Это как раз вот это намерение использовать эту ситуацию как средство обретения духовного опыта. It's the intention Это именно намерение and the awareness of it. и осознанность при этом. That's why these religious structures, temples and mosques and churches and so on, are so important because there's so much intention into them. Именно поэтому все вот эти церкви, там, монастыри, мечети, они храмы настолько важны, потому что за ними стоит очень сконцентрированное намерение людей. In this place we are dedicated to God. Люди, они решают для себя, что в этом месте мы посвящаем себя Богу. And the whole building is built with that intention. И все здание строится на основе такого намерения. And then people go in there and they do these kind of activities. Затем люди туда приходят и занимаются как раз такого рода деятельностью. So everything is coated with that spiritual intention, that focusing of consciousness. И все там как бы закодировано этим духовным намерением, которое сосредотачивает сознание определенным образом. Once you accept, once you connect to that experience of that consciousness of the divine, you can find it everywhere. И когда вы принимаете, когда вы настраиваетесь на это сознание божественного, вы сможете обнаружить его повсюду. You sit in your apartment, which is, I know, I'm living in one right now. They're just places with all these people doing all this kind of stuff all around. Вы можете просто сидеть у себя в квартире. Я прекрасно знаю, что такое квартиры современные, я сейчас такой живу. Там просто люди за стенкой, и повсюду неизвестно вообще, чем занимаются. So you sit down and you intend that you're going to meditate. Но если вы просто садитесь и вы для себя устанавливаете намерение, что вы собираетесь медитировать, You're going to feel your own energy. что вы собираетесь почувствовать свою собственную энергию, You're going to request to connect to the divine. что вы собираетесь обратиться и призвать эту связь с Божественным, And you're going to accept that connection. и вы собираетесь принять эту связь. It's all about conscious choice, conscious intention. Это все зависит от сознательного выбора, от сознательного намерения. And you can take that conscious choice and conscious intention with you wherever you go, in whatever you do. Вы можете брать этот сознательный выбор, сознательное намерение и нести его с собой, куда бы вы ни отправлялись и что бы вы ни делали. And there are many byproducts of this. И там с этим связано еще множество побочных явлений. Like when somebody's speaking to you, you don't have any need to prove to them how smart you are by what you say. You just listen to what they're saying. Например, вы с кем-то общаетесь, кто там что-то говорит, и вы не чувствуете совершенно никакой необходимости производить какое-то впечатление, доказывать, какой вы там умный, вы просто слушаете. You accept them. You accept their energy. Вы принимаете их энергию. You share when it's appropriate. И когда в подходящий момент вы можете поделиться с ними. You also observe how your energy is shifting. Также при этом наблюдаете, как ваша энергия переключается. And when you see it moving too far out of balance, you consciously intend to bring it in balance by focusing on another aspect of your motive, of your way of living, your methodology. Когда вы замечаете, что она слишком устремляется в каком-то одном направлении, вы сознательно
возвращаете ее и переключаете на другие аспекты, восстанавливая равновесие. And by doing this, you live a conscious life of intention. Поступая таким образом, вы живете сознательной жизнью, жизнью сознательного намерения. Where you are in control. Когда вы контролируете эти моменты. Not your mind, not your emotions, not your body, not other people. Не ваш ум, не ваше тело, не ваши эмоции, не другие люди. Not circumstances. Не обстоятельства. You are in control. Вы это контролируете. So, that is the message. Так что вот таково мое послание сегодня. If there's any questions, I will try to answer. Если есть вопросы, я постараюсь вам ответить. Yeah. Вот сам по себе контроль для состояния не приводит ли он к некому дисбалансу в сторону работы ума? Потому что мы должны контролировать вроде бы, да? Но это же работа ума, контроль. Как это? On itself, our endeavors to control, does it not turn us more into the area of mind, because control is maybe more related to the mind? Why? Почему? Ну, почему? Потому что контроль это, ну, как бы статистика самого себя. То есть я должна взвешивать, вот сколько здесь, сколько здесь, сколько здесь. И ум при этом работает. Because control is similarly like you make statistics of ourselves, the weight, compare themselves. That's the way somebody who's predominantly mind would see it. Ну это, в принципе, то, как бы это рассматривал как раз человек, у которого ум доминирует. I don't see it that way at all. Я это совсем не так воспринимаю. If I say control, what does my mind have to do with it? Если я говорю, например, контроль, я вообще не понимаю, как это, что вы делаете при этом мой ум. If I say, oh, I'm thinking too much in the mind and I just want to feel my body, what was the mind? What was the mind's role? There was none. Если я замечаю, что я слишком погрузился в ум, беру, возвращаю свое сознание и сосредотачиваю его на физическом теле. Как это связано с работой ума? But if you live in the mind, Но если вы уже живете в уме, then from your point of view, any choice you make is of the mind. тогда с вашей точки зрения любой ваш выбор, он, естественно, должен исходить из ума. And if you're in that situation, you're in bad shape. Если вы действительно в такой ситуации, то у вас плохи дела. You got to get out of that jail and get back where your consciousness, which is a whole, is in control. Вам нужно в таком случае вырваться из этой тюрьмы и прийти к тому состоянию, когда ваше сознание, которое является этой целостностью, этой совокупностью, контролирует все. You know, I never said this was easy. Но, знаете, я никогда не говорю, что это легко. It's actually very difficult stuff. На самом деле все очень трудно. You know, I never intended that, you know, I should give some talks and boom, all your problems are solved. Я вообще никогда не рассчитывал, не намеревался на то, что я все это вам расскажу, и бац, все ваши проблемы решены. But I'm just trying to get you to think about, to consider, to work on areas that need it. Но я просто призываю вас к тому, чтобы задуматься, обратить внимание и поработать над теми сферами, аспектами, I'm not trying to solve problems. где это необходимо у вас, я не пытаюсь решить Whole question is, how do you want to live? все ваши проблемы. Если вспомните, вопрос был в том, как вы собираетесь жить. It's your choice. Это ваш выбор. So this whole discussion was about the fact to bring it under the control of your choice. Поэтому все наше обсуждение на самом деле направлено на то, чтобы вернуть это все во власть вашего собственного выбора. Yeah. Веды учат нас, что нас в этом мире сопровождает высший дух. И вот принятие
своей сути, как бытие. Означает ли это, что не знаю, и высший дух? Кто учит? Vedas teach us that we are always accompanied by a higher spirit. And does it mean when we accept ourselves, our lessons, that we also at the same time accept this higher spirit? I heard him use the word Paramatma. Параматма, да? That's what he was talking about. Atma Paramatma. Okay, you get into trouble because these are just terms. Ну вот вы, в принципе, признались в том, что вы используете вот эти понятия атма и параматма. Но здесь сложно, потому что, в принципе, это просто некие понятия, категории, That you think you understand. которые вы наверняка думаете, что вы понимаете. You can talk about it to other people. Вы можете даже рассказывать о них другим людям. There's the itsy bitsy little soul, and then there's that super soul, which is about the size of your palm. Что, ну, это все так устроено, что там есть эта крошечная душа, есть там эта сверхдуша размером с ладонь. But you don't believe it, Но вы, может быть, даже не так уж и верите в это. because you don't have experience of it. Потому что, возможно, у вас нет непосредственного опыта этого. It's a thought. Это просто мысли определенные. Now, I'm not going to even touch that thought. Но я даже не собираюсь как бы касаться этой мысли. I'm going to say, what do you have experience of? Вместо этого я собираюсь обратить внимание на то и спросить вас, в чем у вас есть непосредственный опыт? You have experience of your consciousness. У вас есть опыт вашего собственного сознания. And you also have experience that if you ask for help, if you reach out for help, you feel the connection immediately. У вас также есть опыт, вероятно, того, что когда вы обращаетесь за помощью и просите помощи, вы сразу же можете почувствовать эту связь, контакт. Are you asking for it within, or are you asking for it to God? Но вы обращаетесь к этому, просите этого внутри себя, или вы вызываете вовне, к Богу? Nobody asks within. Никто, вероятно, не просит внутри. Everybody asks like that. Все взывают и просят вот так. What does that mean? А что же это означает? It's your experience there, not here. Это тогда ваш опыт где-то там, вовне, а не внутри. So, I'll be very simple. You are the consciousness, the spirit. You reach out to the divine immediately responds. Я могу просто сказать, что вы есть это сознание, этот дух, вы обращаетесь к Божественному, и Божественное сразу же отвечает вам. Period. Точка. And if you think you need more than that because it's said somewhere in a book, Если вы думаете, что вам нужно что-то большее, чем это, потому что что-то еще там говорится где-то в книжке, I'm the wrong guy to ask. то тогда я не тот, у кого вам нужно спрашивать об этом. I'm only concerned with experience, Меня больше всего заботит именно опыт, not with theories. не теории. Even if you're absolutely sure those theories are correct. Даже если вы полностью, абсолютно уверены, что эти теории справедливы. The only things I'm sure about are my experiences. Единственное, в чем я полностью уверен, это мой собственный опыт. But I don't think that my experience is all that exists. I try to have more experiences, try to find out, connect, reach out to, contact, feel, relate to. Я при этом не думаю, что мой опыт это вообще все, что есть и что может быть. Нет, я ищу контакты, связи, нового опыта, пытаюсь его развивать, расширять. And I never think I can't. Я никогда не думаю, что я не могу чего-то, не способен на что-то. I'm quite sure I can. Я вполне уверен, что я могу. It's my choice. Это мой выбор. I can either choose failure or I Я, can choose success. я либо могу выбрать неудачу, либо могу выбрать успех. As soon as I say I can't, I've chosen failure. Как только я говорю себе, я не могу что-то, тем самым я сразу же выбираю неудачу. Or it's not possible. Или, ой, это невозможно. Okay, some things are not possible. It's fine, I accept that.
Хорошо, действительно есть такие вещи, которые, можно сказать, невозможны, я принимаю это. But when it comes to connecting with the divine, I choose to think I can. Когда дело касается контакта и связи с Божественным, я выбираю именно то, что я могу это делать. I don't think the Vedic literatures are very much concerned with how you connect to the divine as much as that you do. Я вообще думаю, что по сути ведические писания, они не так уж, сказать, озабочены тем, как вы свяжетесь с Божественным. Главное, чтобы вы это сделали. Why do you think there are so many hundreds and hundreds of different teachers giving hundreds and hundreds of different methodologies? Почему вообще столько, есть сотни разных учителей, которые обучают сотням всевозможных методов? Вопрос продолжения этой темы. Допустим, я могу сказать, что да, я вот это хочу, да, и я настроена на позитивный момент, на выигрыш, там, на положительный, на эксперимент и так далее. А рядом есть люди, которые вот выбирают путь, как бы, что ну я не могу, мне не получается. Все время говорят, нужно ли им помогать, нужно ли им чем-то, я не знаю, если это близкий человек, нужно ли им помочь или сказать, или хотя бы намекнуть, или это только моя жизнь. Question is a continuation of the past previous one. And, for example, if I am such a person that I choose that I can, that I will be successful and so forth, but at the same time around me are people who are choosing the opposite. And if they are even my relatives, For example, my sister or my neighbors or should something. I try to help them, or it's just exclusively my own life? Oh, that's a tough one. Ну, это очень трудный вопрос. How much can you influence other people? Насколько и в какой степени вы можете влиять на других людей? That is really difficult. Это очень трудно. I've got no quick answer for you. У меня нет для вас быстрого ответа. My philosophy, my personal philosophy of life, if you would use that term. Моя личная философия жизни, если так использовать такое понятие, I'm mainly worried about me. в том, что я в основном, так сказать, беспокоюсь за себя, отвечаю за The себя. choices I make, the way I see things, the way I perceive. За тот выбор, который я совершаю, за то, как я воспринимаю. Even when I'm talking here, I know there are people who disagree completely. Даже когда я здесь говорю перед вами, выступаю, я прекрасно понимаю, что сидят люди, которые со мной, может, полностью не согласны. Sometimes there are people who listen and say, I don't accept that at all. Иногда люди так выслушают, а потом говорят, да я вообще с этим не согласен. I really can't do anything about Я that. вообще этого не принимаю, и я с этим ничего не могу поделать. And I'm not going to compromise myself for the sake of pleasing someone else. Я не собираюсь при этом идти на компромисс с собой, просто ради того, чтобы доставить кому-то удовольствие. But if somebody asks me, I will try to assist to answer. Но если кто-то меня попросит или спросит, тогда я, естественно, постараюсь как-то помочь и ответить, насколько могу. If somebody challenges me, I may or may not care. Если кто-то будет бросать мне вызов, может быть, я обращу на это внимание, а может и нет. I'm not a fighter like that. Я не такой борец или боец. I see no reason that I have to defeat somebody. Я вообще не вижу причин того, что я должен кого-то побеждать, одолеть. Defeat means in philosophical discussion, like debate. Даже в смысле философских обсуждений, дебатов, каких-то споров. Now I happen to be super good at that. И при этом, что интересно, я мог бы это делать очень хорошо. I just don't have any feeling to do it. Просто я не чувствую к этому желания. Because I don't see why. Потому что я не вижу причин, почему мне это делать. If we're having a debate and I defeat you with logic and reason, you're probably not going to change your mind anyway. Даже если у нас будет спор, если я вас одолею своей логикой, аргументами, вы все равно можете остаться при своем мнении. Only most intelligent people will change their mind, and they're very few.
Только самые разумные люди способны в таких ситуациях изменить свое мнение, и таких единицы. So the way I see it is, I am who I am. То, как я это воспринимаю, я такой, какой я есть. I share when I can or it's desired. Я делюсь, могу делиться с другими, когда могу, и когда это востребовано, когда это желаемо. But your life is your own. Ваша жизнь, это ваша собственная жизнь. You like what I'm saying, fine. You don't like it, fine. Если вам нравится то, что я говорю, замечательно. Если нет, тоже нормально. If you like what I say, doesn't make me more. То, что если вам будет нравиться то, что я говорю, это не делает меня чем-то большим. If you don't like what I say, doesn't make me less. И если вам не нравится то, что я говорю, это тоже никак не умаляет меня. But very tough when you're dealing with relatives or friends or it's. В отношениях с родственниками, с друзьями это очень тяжело. It's my nature that I want everybody to be peaceful and happy and work together and. Это моя природа тоже стараться, чтобы всем было хорошо, спокойно, чтобы все были в порядке. But oh my God, is it tough sometimes? Но иногда это так тяжело. Yeah. Вот как поменять убеждение, как изменить веру? То есть вместо установок «я не могу», этого никогда не случится, поменять «я могу», «у меня получится». То есть можно это просто сказать в уме, но если ты не верил в это раньше, то ты не будешь в это верить. How to actually change our beliefs, like when I was convinced that I cannot do something, and change it into the belief that I can and I will be able. Because if you just say it to yourself, I can, it still doesn't work. Still you can be sure of that. Yes, that's what I'm doing in these discussions. Но это как раз то, что я делаю в этих обсуждениях. I'm reprogramming your belief system. А я перепрограммирую вашу систему убеждений. I'm reprogramming your beliefs of yourself. Я перепрограммирую ваши собственные убеждения о самих себе. So I'm trying to get you to understand you're a lot more powerful than you can imagine. Я всячески стараюсь помочь вам прийти к пониманию того, что гораздо больше, гораздо более могущественный, чем... For example, if you just move your consciousness from one of these methodologies to the other, under your control, you have no idea how good that will make you feel. Чем вы себя считаете. Например, если вы просто научитесь возвращать свое внимание, сознание и переключать его на аспекты жизни, которые до этого вы, так сказать, не обращали на них внимания, вы даже не представляете себе, насколько это позволит вам лучше себя чувствовать. Because you will have incredible confidence in yourself. Потому что тогда у вас возникнет невероятная уверенность в себе. Because you just experienced something very extraordinary that you did by your conscious choice. Потому что когда вы это делаете, вы получаете непосредственный опыт того, что вы сделали нечто совершенно необычайное по своему сознательному выбору. And the more you experience such things, the less you will say, I can't. И чем больше вы будете получать именно такой опыт, тем меньше вы будете быть уверены, говорить себе, что я не могу. So I'm just pushing you to the experiences. Так что я, по сути, просто подталкиваю вас к собственному опыту, Your own к experience. вашему собственному опыту. So that you will say, I definitely can. Так, чтобы в какой-то момент вы уже не сомневались, могли сказать, It's not just words. что я точно могу, это не просто слова. I also don't like just words. That it just. Мне тоже не нравится, когда просто слова. It's discouraging. Words. Слова сами по себе, они чаще всего только расстраивают. Often words have no connection to my being, no connection to what I am as a person. Часто слова бывают вообще никак не связаны с моим бытием, с тем, кто я и какой я как личность. But my experiences always are connected.
но мой непосредственный опыт, он всегда напрямую связан с этим. So choose your experiences. Так что выбирайте ваш собственный опыт. Don't choose how you perceive them, just choose the experience and allow them to take place and accept them. Просто выбирайте, как вы его будете воспринимать, но выбирайте сами сам опыт и просто позволяйте себе его в полной мере получать и воспринимать. Any other? Есть ли еще вопросы? Yeah. А музыка в полной мере отражает вашу суть. Does the music completely reflects or expresses your essence? Last night it didn't express anything for me. Вчера вечером она ничего для меня не отражала. The night before it expressed yes, but with a lot of effort. Вот предыдущим вечером, позавчера, она в большой степени And at Ex Libris it was just flowing. выражала меня, но требовала больших усилий, а в кафе Ex Libris, когда мы выступали, там But now you're talking to a musician. она просто струилась потоком. And artists are always weird. Теперь вы, по сути, уже заговорили со мной как с музыкантом, а люди искусства, они всегда такие необычные, странноватые. We see things totally differently than the audience sees things. Воспринимаемся совершенно иначе, чем слушатели аудитории. I can play a note and be so disgusted you can't imagine. Я могу, например, сыграть какую-то ноту, при этом почувствовать такое отвращение, что вы не можете даже представить. I can feel devastated for 10 minutes from one note. Просто сыграв какую-то не ту одну ноту, я могу почувствовать опустошение на следующие 10 минут. And everything I play afterwards is an apology. И все, что я буду играть после этого, будет как извинение за ту неудачную ноту. You have no idea how crazy artists are. Вы еще даже себе не представляете, насколько мы сумасшедшие люди искусства. We have serious problems. Можно сказать, что у нас серьезные проблемы. That's why we're artists. Именно поэтому мы люди искусства. Because when we express our serious problems, the audience says, hey, that was good. Потому что когда нам удается выражать свои эти серьезные проблемы, а обычно аудитория говорит, ух ты, как здорово. And then we listen, the audience claps, and we go, these people don't have a clue. Мы слушаем, как все там аплодируют, и мы думаем, боже, да они вообще не представляют себе, что происходит. Последний вот ответ как-то сбил мою теорию. У меня такая теория есть, сформировалась, что, What about my stuff? например, когда человек к чему-то стремится, чем его усилия, воля больше, он обязательно этого добивается. Будь то бизнес, будь то спорт, или, например, религиозный человек. А сейчас вот насчет творчества сказала, я подумал, что немножко сдвиг этой теории. То есть, когда человек творчески хочет что-то проявить, у него иногда не обязательно его силы, желания проявляется. Музыка, например. The answer to the last question about the art very much contradicted to his theory that he had. That he thought before that any success requires endeavors, when one is willfully aspiring to something. And now you say, like an example of the people, artists, that it's not necessarily so. Their success is something else. It depends on how you define success. Все зависит, как вы определяете успех, и что для вас это значит. What I think is success when I play is very much different than what you think we were successful or failure.
То, что для меня является успехом, когда я играю, это совсем другое, чем вы, как вы можете это воспринимать, и что для вас будет являться успешным выступлением для меня. For me, what counts is what I think. Потому что для меня то, что здесь важно, это именно то, что я чувствую, думаю при этом. Does that make sense? Because that's from the artistic point of view. Это как-то отвечает на ваш вопрос, потому что я как раз говорю именно с позиции человека искусства. But from me now as the speaker, Но с позиции меня, как выступающего перед вами, оратора, I only feel success if you feel good and like and it helps and it expands your consciousness. я буду чувствовать успех только в том случае, если это как-то срезонирует с вами, вы почувствуете в этом что-то для себя, и ваша жизнь станет лучше. I'm not talking jazz. Потому что я не просто здесь, так сказать, да, джаз какой-то. I'm putting it together, hopefully, as logically as I can. Какое-то представление вам тут выдаю. Я стараюсь как можно логичнее все это объяснить, представить для вас, как можно более понятно. Okay, sometimes I jump from this point to that point and relate back and pull things here and there off the shelf and line it up in a different way, but it's meant for your sake. Но, конечно, можно заметить, что иногда я обращаюсь в том направлении, потом в другом беру что-то оттуда, потом это все представляю перед вами каким-то необычным образом. На самом деле все это предназначено именно для вас. I don't even think about my happiness. Я при этом даже не задумываюсь о своем собственном счастье. When I'm playing music, Вот когда я играю музыку, it's almost the complete opposite. это почти что совершенно противоположность. I've got to feel good about it up here. Я сам должен хорошо в ней себя чувствовать. But even when I'm struggling, it manifests externally as something interesting to listen to. Но даже если я при этом погружен в какую-то внутреннюю борьбу, внешне это может выглядеть и оказаться чем-то, что вам понравится слушать. You listen to Beethoven. Например, если вы слушаете Бетховена, You like it. и вам это нравится, But he was experiencing, in many cases, so much pain, so much trauma. Same with Mozart. но на самом деле он, когда писал свою музыку, во многих случаях он такую сильную боль испытывал внутри себя, такую мощную травму, и то же самое касается Моцарта. These people were terrorized by their fathers. Фактически в биографии этих людей они подверглись террору со стороны своих отцов. Beethoven was so beaten by his father, he became deaf. Бетховена его настолько избивал, собственно, отец, что он оглох в результате. And there's no greater pain for a composer than to be deaf. А можете ли вы себе представить для композитора нечто более болезненное, страшное, чем оказаться глухим? And he was expressing his pain, expressing his trauma. И он выражал свою боль, свою травму. And some of it made him feel turmoil inside. И какие-то эти чувства, они его словно разрывали изнутри. And we listen and we go, magnificent. А мы слушаем его музыку и думаем, великолепно. We listen to the pain of the artist and we go, magnificent. Мы слушаем эту выраженную в Браво! экспрессии боль этих творческих людей искусства и аплодируем, говорим, браво, как здорово. Do you realize how weird that is? Вы понимаете, насколько это так странно? We're applauding pain. Мы аплодируем боли, выражение боли. Painters, same thing. С художниками то же самое. Painting their torment. Они пытаются излить на полотно это свой внутренний вулкан. Mozart was mainly drunk out of his head when he was writing. Да? Drunk. It's like Моцарт. Mozart, completely tipsy. Моцарт, когда он писал музыку, он обычно напивался до полусмерти просто. So that's the contradiction. Вот это как раз и есть вот это противоречие. The more tormented the artist, the better the audience likes it.
чем больше внутри этого художника или музыканта, внутри этот вулкан, буря, тем, так сказать, больше получается экспрессия, более великолепная. Actors Возьмите актеров, who are perfectly normal которые совершенно нормальные. are boring. Они скучные. Actors А возьмите актеров, who've got torment to express у которых внутри постоянно эти кипят страсти, вулканы, которые они пытаются выразить. everybody throws themselves at them. Все готовы упасть просто к их ногам, преклониться перед ними. Because their performances send such electricity Потому что их исполнение, их представления, они несут в себе словно это электричество. because they're escaping into their art. Потому что для них, на самом деле, искусство это как способ найти спасение, убежать от своей боли. They're transforming their consciousness into the art. Они просто трансформируют свое сознание в форму искусства. It's a wonderful way to deal with the turmoil within. На самом деле это очень замечательный способ, как справляться с этими внутренними противоречиями. Did that help? Это отвечает, Not at all. вообще никак. I can imagine because I don't remember. I don't even remember what question I'm asking. Я могу себе представить, потому что я даже не помню, о чем был вопрос. What? Ответ очень хороший, но я хотел спросить, что вот целеустремленность человека, она обычно пробивает, он достигает чего-то. Но художник, например, он не всегда своим усилием воли может призвать музыку. The question was actually about usually it is considered that when one is determined and very much focused on the goal, that's like prerequisite to attain success. And it seems like artists, it's not at all always that when they desire with their will evoke some Inspiration. inspiration. The inspiration is not called upon by willpower, by concentrating. Oh, yes, no, it no. happens in business. And Yeah. Oh, very different. Да, это совсем другое дело, действительно. Inspiration, very different. It's С вдохновением все совсем иначе. mystical. Это мистическое явление. All expression, when it's really special, is a mystical process. Любая экспрессия, когда она действительно является собой нечто особенное, это мистический процесс. When you're doing business, there are certain principles which you do it this way, you'll have success. Например, когда вы занимаетесь бизнесом, там есть определенные законы, принципы, что если вы будете делать это так-то и так-то, то наверняка достигнете успеха. Of course, you need inspiration to sell your product or yourself or whatever it is you're doing. Конечно, там тоже нужно вдохновение, чтобы продавать эти свои продукты и так далее. But like what we do here, it's all improvisation. Но, например, все, что мы делаем здесь, когда играем музыку, это все импровизация. And there's different people involved, so we can never be doing these already established, familiar things to make success. It depends entirely on inspiration. И при этом это связано с разными людьми, поэтому мы совсем не можем здесь делать что-то такое повторяющееся, и тоже это непосредственно связано с экспрессией, выражением себя. And that's why business is called business and art is called art. Именно поэтому бизнес называется бизнесом, а искусство называется искусством. There's a reason. И тому есть причина.